Ребят, вы что, серьезно? Все это время сидели и ждали, даже домой не ходили? Пока я сниму для вас новый видос? Молодцы, уважаю. Короче, тогда мы сделаем так. Сегодня я вам покажу, как отремонтировать низа дверей. Мы это сделаем с помощью сварки. С предыдущего видоса, ссылочку я оставлю внизу, либо вот здесь вот сверху, я понял, что большинство из вас до конца не разобралось, как поступать в его случае. Так вот, сегодня вы разберетесь точно, что вам делать. Просто сбить эту ржавчину, нанести преобразователь, покрасить. Либо отпескоструить это, там расшить, засунуть туда герметик, либо поменять дверь, либо, как сегодня, мы просто ее переварим. И что важно, переварить просто недостаточно. Очень важно эту дверь потом изнутри правильно обработать. Если этого не сделать, то грош этому цена. Смотрим до конца, а мы начинаем. Погнали. Да будь ты здоров, спасибо. Исключительно вам по секрету расскажу, только никому, вообще никому не рассказывайте, пожалуйста. Делать я буду это в первый раз, потому что таким я никогда не занимался и особо не вижу смысла заниматься, если такие двери есть на разборке. Потому что если купить на разборке хорошую дверь, это будет быстрее, дешевле и лучше. Нам же сегодня понадобится следующее. У меня есть вот такие вот обрезки от прошлых порогов. Я их не выбрасывал, думал, что мало ли когда-нибудь они мне пригодятся. И вот сегодня мы как раз их и используем. И честно признаться вам, ребят, я не знаю, как ее делать. Надо подумать. Много подумать. Как можно заметить невооруженным глазом, что дверь эту спасти без переварки невозможно. И первым делом, чтобы отрезать гнилой участок, нам необходимо разметиться. Берем самую ржавую линейку на районе и аккуратненько все размечаем. Как там говорит народная пословица, 1 раз отмерь, 7 раз отрежь. Для удобства демонтажа лицевой панели двери по низу хорошенечко это все еще разрезать на мелкие составные части. Таким образом все это будет демонтироваться очень и очень просто. Для тех, кто не в курсе, нижний шов двери он не приварен, он всего лишь загнут и обжат. И вот поэтому мы делаем эти поперечные надпилы и аккуратно, спокойно разбираем эту дверь. И вот теперь, я надеюсь, вы понимаете, что не важно, что вы делаете с лицевой частью двери, если внутри двери присутствует ржавчина, а влага здесь стоит постоянно, и эта ржавчина рано или поздно проявится. Находим похожую плоскость из наших остатков от порогов. Отрезаем поврежденную нижнюю кромку двери. Обратите внимание, что с левой стороны я оставил гнилой хвостик. Это я сделал специально для того, чтобы понять, где будет находиться ребро. Ну и соответственно прихватываем. И обязательно проверяем плоскость,
чтобы все было ровно. Теперь переходим ко второй подгнившей части двери. Так как плоскость у нас уже есть, вырезаем остатки этой двери и навариваем вторую часть, подбирая из остатков более-менее подходящую плоскость. А теперь, ребят, контролируем сами себя. Смотрите, берем старый гнилой элемент и накидываем. Смотрим, что не хватает 5 миллиметров. Берем штангель и штангелем отмечаем эти 5 миллиметров. И, соответственно, отрезаем. Ну и после того, когда я подварил торцы, берем на болгарку щетку и счищаем весь нагар, окалины и так далее и тому подобное. Как варил торцы, я не снимал, потому что там в принципе все просто. Отрезал, да и приварил. Все делалось исключительно на глаз. 80-й наждачкой зачищаем всю поверхность, куда будем наносить преобразователь. Но перед этим тщательно обезжирим поверхность. Преобразователь я буду использовать по-прежнему тот, который не нужно гасить, не нужно смывать, нанес и забыл. Если кто-то по-прежнему не знает, что это за преобразователь, спрашивайте в комментариях. По возможности буду всем отвечать. И спустя 2 часа мы наносим 2 слоя эпоксидного грунта. Я наношу это кистью, дабы не замешивать это все дело в пистолет и потом лишний раз его не мыть. Не рекомендую использовать в данном случае однокомпонентные грунты. Переворачиваем дверь и вычищаем нагар и всякий лишний мусор. Зачищаем поверхность 80-й, 120-й наждачкой. И, соответственно, все это обезжириваем. И наносим преобразователь. Стараемся хорошенечко его залить в стык между металлами. Сверлим дренажные отверстия. Примеряем заготовку и отрезаем лишнее. Как вы уже заметили, дверь я использую как специнструмент для загиба кромки. Ни шибко, ни гладко, в целом, ну, лучше, чем ничего. Наносим эпоксидный грунт. Сначала на дверь, там, где мы будем загибать нашу заготовку, и на саму заготовку, та часть, которая будет находиться во внутреннем шве. Наносим шовный герметик на то место, где у нас образовался стык металла и куда в дальнейшем может попасть вода. Максимально его герметизируем, чтобы избежать в дальнейшем застоев в этом месте влаги.
Ну и теперь приступаем к загибу кромки. Делаем это не спеша, но максимально тщательно. Мне это понадобилось сделать за 2 захода, но я вам показал это как 1 заход. А вот здесь я вам постарался наглядно показать, для чего грунт должен был быть жидкий. Когда он застынет, он максимально загерметизирует этот шов. Переворачиваем дверь и наносим эпоксидный грунт на открытые места металла. Как вы видите, эпоксидным грунтом я постарался залить все стыки металлов. Также во внутреннюю часть я нанес эпоксидный грунт. В таком положении очень удобно обрабатывать вот этот вот верхний шов стыка между металлами. Он максимально зальется грунтом. Ну и спустя 2 часа наносим кузовной герметик. Красота для меня, как всегда, не особо важна, для меня гораздо важнее функционал. Итак, ребят, ну что ж, давайте подытожим. Если вам необходимо автомобиль отремонтировать ненадолго, к примеру, там на год, продать вы хотите или еще по каким-то причинам, достаточно ржавчину просто сбить, будь то там сквозная ржавчина, неважно. Нанести преобразователь, отшпатлевать, отгрунтовать, обязательно изнутри обработать, к примеру, там пушсалом. Это походит годик-два. Может, где-то и начнет что-то повздуваться, но ничего критичного там не отвалится, это точно. Если у вас ржавчина не сквозная, то в идеале это отпескоструить, расшить, отпескоструить все это изнутри, обработать все это грунтами, нанести герметик и покрасить. Ходить это будет долго. Опять же, если изнутри нанести антикор. Если у вас ржавчина сквозная, идеальнейший вариант это деталь заменить. Ну, как в моем случае, ну просто нету их нигде. В Беларуси вообще нету этих дверей, вообще нигде. Для меня идеальный вариант был переварить. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько эта дверь отходит. Конечно, потом, когда это все подсохнет, изнутри я еще промажу все это пушечным салом. И сегодня я в очередной раз вам доказал, что даже если ты с чем-то не сталкивался, как и я с ремонтом таким, то по чуть-чуть, где-то что-то отрезал, где-то что-то приварил, потом одно к одному срастается и вырисовывается общая картина. Поэтому, когда вы не знаете, как что-то делать, просто начните. Все вырастает одно из второго. Одно действие порождает второе, второе порождает третье. Поэтому, ребята, если у вас есть желание, то, конечно же, делайте. Лучше попробовать и сделать, как я говорю, чем ничего не делать. Всем здоровья и удачи. Пока.